Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хотел бы показать вам фильмы, в которых снялся известный американский актер Аль Пачино. Это достаточно известный актер, который снялся в большом количестве фильмов, в том числе популярных. И всего у меня в коллекции 15 картин с его участием. Этот актер уже не молодой. Ему в этом году исполнилось 85 лет, но он продолжает активно сниматься. И, например, в 2025 году вышло рекордное количество фильмов с его участием, а именно 5 картин в этом году вышло. До этого у него максимум в год было 3 фильма выходило, а в этом году целых 5. Но речь сегодня не о новых фильмах с ним, а в основном о классике, известных картинах. И начать хочу с известной трилогии, во всех трех частях которой снялся Аль Пачино. Это, конечно же, «Крестный отец» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Такое вот издание в формате Blu-ray с общим слипом, 3 амарея, 3 части, плюс дополнительный диск с бонусами к этой трилогии. И первый фильм выиграл Оскар за лучший фильм. В нем снимался у нас Аль Пачино. Такая вот простая накатка. Издание от Paramount. Далее у нас вторая часть. Здесь уже не видим на обложке Аль Пачино. Здесь у него уже больше роль по сравнению с первой частью. «Крестный отец 2». Оба этих фильма выиграли Оскар за лучший фильм в годы их выхода. И, наконец, последняя часть, которая вышла спустя продолжительное время после первых двух. Это «Крестный отец 3». Здесь мы тоже видим на обложке. Аль Пачино, но уже повзрослевшего, уже более возрастного по сравнению со второй частью. Такое вот издание. «Крестный отец 2». Здесь рассказывается о семье Корлеоне, о мафии. И за роль в данной трилогии Аль Пачино номинировался на премию «Оскар» за актерскую свою работу. Но за исполнение роли крестного отца он получил только номинацию, но саму награду не получил. И помимо трилогии, в каждом фильме, который снялся Аль Пачино, у меня также есть и книжка сама, по которой был написан сценарий данной серии. Ее написал Марио Пьюза, который также выступил сценаристом «Крестного отца», за что был достоин Оскара. Такая вот книжка у меня. То есть она компактная, можно видеть, сравнить с размером Blu-ray, но она толстая. Такое вот издание, ну и с мелким шрифтом. В таком вот издании представлен у меня роман Марио Пьюза «Крестный отец». И такая вот трилогия с участием Аль Пачино есть у меня в коллекции. Трилогия Фрэнсиса Форда Копполы. От этой трилогии переходим к другому не менее известному фильму с участием Аль Пачино, а именно картина под названием «Лицо со шрамом». Здесь Аль Пачино играет роль Тони Монтана. Это достаточно культовая роль для Аль Пачино. Снял данную картину Брайан Де Пальма. Сам фильм является ремейком более старой картины, но в тот случай, когда ремейк сделан хорошо и даже получил больше признаний, чем оригинальный фильм. Такая вот картина «Лицо со шрамом».
есть у меня в коллекции, и в этом фильме снялся Аль Пачино. «Лицо со шрамом». Далее, следующая картина, и это детективный триллер, который также является эротическим триллером, как здесь написано. Это картина под названием «Море любви». Здесь видим на обложке Аль Пачино с девушкой. Он искал убийцу, нашел свою любовь или смерть. Тоже неплохая картина с участием Аль Пачино. Конечно, менее известная по сравнению с «Лицом со шрамом» и «Крестный отец», но также достаточно известный фильм. Такая вот накатка, которая повторяет обложку. Я этот фильм смотрел, он мне понравился. То есть здесь он играет детектива, который должен расследовать убийство. И вот в такой картине снялся у нас Аль Пачино. Далее, следующая картина. И это фильм, где Аль Пачино играет отрицательного персонажа. То есть главного злодея играет. И это фильм под названием «Дик Трейси». Фильм по комиксам, который снял Уоррен Битти, который исполнил главную роль. А роль главного антагониста, то есть главного злодея, в этой картине играет Аль Пачино. Также здесь у нас Мадонна снималась. Присутствует внутренний арт у данного издания с самим Диком Трейси. И за роль в данной картине Аль Пачино номинировали на премию «Оскар», но награду он и не выиграл. Такой вот фильм, картина Уоррена Битти с участием Аль Пачино под названием «Дик Трейси». А далее переходим к тому фильму, за который Аль Пачино наконец-то вручили «Оскар», и эта картина называется «Запах женщины». Достаточно известный фильм. Снял его режиссер Мартин Брест. Тоже достаточно известный в свое время режиссер. Здесь, видим, получил свою первую премию «Оскар» и последнюю на сегодняшний день. Хотя все может быть, актер еще снимается, но эта картина «Запах женщины» — это его единственный «Оскар», хотя номинаций у Аль Пачино было много. Также хорошая картина, смотрел ее, тут также мне понравилось. Такой вот фильм под названием «Запах женщины». Идем далее, и следующий фильм представлен у меня в двух изданиях. Это, во-первых, российское издание на DVD. Фильм Брайана де Пальма «Путь Карлито» с участием Аль Пачино и Шона Пена. Здесь видим Аль Пачино. Такое вот издание. Здесь два диска. «Путь Карлито» диск 1, диск 2. Представлено в формате DVD с русским языком, понятное дело, российское издание. Но на Blu-ray с русским языком данный фильм не выходил. Но в последнем пополнении коллекции на сегодняшний день я приобрел такое вот издание. Тот же самый фильм, но в формате Blu-ray. Американское издание. Здесь дополнительные материалы вроде бы те же самые. Здесь без русского языка, но видел за недорого данную картину в формате Blu-ray, поэтому взял. И поэтому «Путь Карлито» с участием Аль Пачино, фильм Брайана де Пальмы, есть у меня в формате DVD и Blu-ray. Такие вот издания. Далее переходим к еще одному культовому фильму с участием Аль Пачино, где он снялся с другим известным актером американским. Это у нас фильм «Схватка», в которой снялись Аль Пачино и Роберт Де Ниро. Также здесь у нас снялся Вэл Килмер. Представлен у меня в таком вот польском издании. Здесь видим трех актеров этих
Но основные здесь Аль Пачино и Роберт Де Ниро. Они уже снимались оба в «Крестном отце 2», но там их общих сцен не было. А в этом же фильме два этих актера уже вместе. С ними бывают сцены. Такое вот издание польское. Здесь видим другая обложка. И сзади тоже немножко другое оформление, другие изображения использованы. И здесь белое, здесь черное. И внутри здесь стандартный диск данного издания с английским названием «Хит». Это достаточно культовый известный фильм режиссера Майкла Манна. Который называется «Схватка». Такая вот картина. Есть у меня в коллекции. Далее переходим к следующему фильму. И на этот раз вместе с Аль Пачино снялся другой известный актер, но который к тому времени был не так известен, как позже. Но все равно были известные картины. Это у нас фильм «Адвокат дьявола», в котором у нас снялись Аль Пачино и Киану Ривз. Здесь они оба на обложке представлены. Есть как раз этого дьявола. Здесь играет у нас Аль Пачино. Такое вот издание. «Адвокат дьявола». Помимо фильма у меня также есть и книга. То есть этот фильм снят по книге, который выполнен в таком вот интересном дизайне под VHS-кассету. И здесь у нас написал данную книгу писатель Эндрю Найдерман, «Адвокат дьявола». Такая вот книжка, по которой был снят фильм «Адвокат дьявола». Такой вот комплект есть у меня. Книга и фильм. Ну и фильм этот хороший. И в нем снялись с Аль Пачино, Киану Ривз. Такое вот издание. Далее. Еще один известный режиссер в сегодняшнем видео. И это один из его первых фильмов. Это Кристофер Нолан. И здесь Аль Пачино снялся с другими известными актерами, такими как Робин Уильямс и Хилари Свонг. Представлена в таком вот DVD в стекле. Здесь видим Аль Пачино самого. Здесь видим горы и здания. И в данном фильме Аль Пачино здесь играет детектива, главного героя. А Робин Уильямс здесь играет антагониста, злодея. Такой вот фильм под названием «Бессонница». Далее, следующая картина. Этот фильм, который может быть интересен сегодня, который снял известный автор антиутопий, которого зовут Эндрю Никол. И картина называется «Симона». В данной картине Аль Пачино играет режиссера, у которого отказывается актриса сниматься в кино. И тогда он решает создать виртуальную актрису. И фильм это о том, к чему это приводит. И что он выдумывает, чтобы показать, что актриса это реально существует. Каким он методом прибегает. Поэтому и сейчас стали появляться такие виртуальные актрисы. Поэтому фильм немножко предугадал это. Такая вот картина под названием «Симона». С участием Аль Пачино. Далее. Следующая картина. И это фильм режиссера Роджера Дональдсона. Издание без русского языка. Здесь у нас вместе с Аль Пачино снялся актер Колин Фаррелл.
без русского языка, повторяюсь. С русским он выходил только на DVD. Здесь видим бумажки, видим сам диск. «Рекрут». Фильм смотрел, фильм мне понравился. И здесь у нас Аль Пачино рекрутирует Колина Фаррелла. Но на самом деле там оказывается все достаточно сложно. И об этом сам фильм. Картина под названием «Рекрут». Далее. Следующий фильм, в котором снялся Аль Пачино, и который есть у меня в коллекции, и предпоследний из того, что у меня есть, это у нас третий фильм из трилогии про друзей Оушена. Получается 13 друзей Оушена. Он представлен в таком издании, где представлены 3 фильма. Из 3 фильмов Аль Пачино снялся в 3-й части 13 друзей Оушена. Ocean's 13. Это достаточно известная серия фильмов режиссера Стивена Содерберга. И вот здесь основные актеры, это, конечно, Джордж Клуни, Брэд Питт, Дон Чидл, еще некоторые другие. Но вот в 3-й части у нас снялся наш сегодняшний герой Аль Пачино. 13 друзей Оушена. И, наконец, последний фильм с Аль Пачино, который у меня есть в коллекции. Это фильм режиссера Квентина Тарантино. Последний на сегодняшний день фильм Квентина Тарантино, который называется «Однажды в Голливуде». Здесь представлена эта обложки внизу Аль Пачино. Ну, а основные здесь персонажи у нас это Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби. Они здесь сыграли. А у Аль Пачино здесь не такая большая роль, но он снялся в этом фильме. То есть у Квентина Тарантино он также снимался. Это американское издание, в котором Blu-ray без русского языка, а 4К с русским языком. Такое вот издание. Фильм под названием «Однажды в Голливуде». И это был последний фильм, который у меня есть с Леонардо Ди Каприо. Так, конечно, не все у меня есть картины из известных с Аль Пачино. Надо, конечно, приобрести в коллекцию фильм «Серпика», известная картина. Но пока этого фильма нету. А на этом я заканчиваю данное видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока-пока.